Поднимаясь выше облачного покрова нашей атмосферы, ультрафиолетовые обсерватории становятся окном в мир, который недоступен нашему глазу. Эти чудеса техники представляют собой не просто телескопы, а настоящие ключи к пониманию космических тайн. Ультрафиолетовое излучение, которое иначе было бы недоступно для наблюдения из-за поглощения озоновым слоем, становится доступным благодаря им. Интерес астрономов к ультрафиолетовому излучению не случайен. Оно представляет собой уникальную возможность изучать процессы, которые обычно остаются скрытыми от нашего взгляда. Следя за потоками ультрафиолетового излучения из космоса, астрономы оказались на пути к самым удивительным открытиям. И вот когда кажется, что все загадки уже раскрыты, когда кажется, что нет ничего, что может удивить нас в этом космическом море, всплывает новый сюжет. Ультрафиолетовое излучение Солнца и звезд практически полностью поглощается озоновым слоем нашей атмосферы. Поэтому ультрафиолетовые кванты можно регистрировать только в верхних слоях атмосферы и за ее пределами. Изучение ультрафиолетовых лучей из космоса – это как разгадка загадочного шифра. Этот вид излучения открывает перед нами новые горизонты понимания Вселенной. Интерес астрономов к ультрафиолетовому излучению обусловлен в большей степени тем, что именно в этом диапазоне излучает самая распространенная молекула во Вселенной – молекула водорода, и находится самая яркая линия атомарного водорода – Лайман-альфа. Линия Лайман-альфа – это спектральная линия водорода в серии Лаймана. Она излучается в случае, когда электрон в атоме переходит с уровня n равное 2 в основное состояние, то есть в n равное 1, где n – это главное квантовое число. Для атома водорода длина волны линии составляет 1215,67 ангстремов, что соответствует частоте около 2,47 на 10 в 15 Гц. Вернемся к нашей основной теме. Впервые ультрафиолетовый телескоп-рефлектор с диаметром зеркала 80 см и специальный ультрафиолетовый спектрометр были выведены в космос на совместном американо-европейском спутнике Коперник, запущенном в августе 1972 года. Наблюдения на нем проводились до 1981 года. Наиболее знаменит другой ультрафиолетовый спутник, который без сомнения можно считать одним из самых удачных космических проектов. Спутник IUE вышел на орбиту в январе 1978 года и начал свои многолетние наблюдения. На нем были установлены зеркальный телескоп и два спектрографа. На спутнике IUE проводились наблюдения самых разнообразных объектов, от комет и планет до удаленных галактик. Об этих наблюдениях написано несколько книг, опубликовано около 3000 статей в научных журналах и проведено более 10 крупных научных конференций. Отечественный рекорд длительности работы космической обсерватории на орбите также принадлежит ультрафиолетовому телескопу. Спутник Астрон покинул Землю в марте 1983 года. Предполагалось, что он проведет на орбите 1 год. Ультрафиолетовые наблюдения проводились на телескопе-рефлекторе Спика с диаметром зеркала 80 см и на ультрафиолетовом спектрометре. Телескоп прекратил наблюдение лишь в июне 1989 года, намного превысив ожидаемое время работы. На ультрафиолетовой обсерватории Астрон проводились исследования звезд, в том числе с необычным химическим составом новых и сверхновых звезд, в частности знаменитой сверхновой 1987 года, вспыхнувшей в Большом Магеллановом облаке, а также исследования других галактик, газовых туманностей и комет. Ультрафиолетовое излучение небесных тел предоставляет ученым уникальную информацию о физических процессах, происходящих в этих объектах. С помощью ультрафиолетового излучения ученые могут узнать температуру и состав небесных тел. Также молодые звезды испускают большое количество ультрафиолетового излучения в результате ярких термоядерных реакций, происходящих в их ядрах. Изучение ультрафиолетовых свойств молодых звезд позволяет понять процессы их формирования и ранней эволюции.
Также ультрафиолетовое излучение может предоставлять информацию об объектах с экстремальными условиями, такими как черные дыры, нейтронные звезды и галактические ядра. Эти объекты могут испускать интенсивное ультрафиолетовое излучение в результате активных ядерных и гравитационных процессов. Помимо этого, ультрафиолетовое излучение может взаимодействовать с окружающей средой, такой как межзвездный газ и пыль, и вызывать яркие эмиссионные линии. Изучение этих линий позволяет астрономам понять структуру и состав межзвездной среды и ее влияние на процессы звездообразования и галактическую эволюцию. Также ультрафиолетовое излучение может принести пользу и в области космологии. Ультрафиолетовое излучение далеких галактик может быть использовано для изучения космологических процессов, таких как расширение Вселенной и эволюция галактических структур. Анализ ультрафиолетовых данных из далеких галактик помогает уточнить модели космологического развития Вселенной. Таким образом, ультрафиолетовые обсерватории продолжают оставаться одним из наиболее мощных инструментов в астрономических исследованиях. Они не только расширяют наше понимание Вселенной, но и помогают нам задавать все новые и новые вопросы и искать на них ответы в бескрайних просторах космоса.